За последние годы внедорожники из Китая превратились из дешевых альтернатив в полноценную силу на мировом рынке. Китайские бренды заняли разные ниши. Havail стал массовым игроком с кроссоверами для города и семьи. Chery делает ставку на дизайн и практичность, а ее премиум-подразделение Exit уже конкурирует с европейцами. А вот Tank выбрал путь настоящего оффроуд – брутальные рамные внедорожники с серьезным полным приводом и богатым оснащением. BYD активно развивает гибридные и электрические внедорожники, предлагая впечатляющий запас хода и технологии. В итоге китайские внедорожники и кроссоверы закрывают практически все ниши, от компактных городских моделей до больших рамных автомобилей для серьезного бездорожья. И главное, это уже не компромисс. Сегодня они полноценные конкуренты мировым гигантам, которые уверенно навязывают борьбу лидерам рынка. И вот, на этой волне в автомобильном мире произошло событие, которое уже успело наделать шума. Подразделение Leopard от BYD официально представило свою новинку Leopard Titanium 7. Машина обещает стать одним из самых обсуждаемых кроссоверов в среднем ценовом сегменте и вполне возможно может превратиться в хит конца 2025 года. Начнем с внешности этой новинки. Она явно наследует стиль Leopard 5 и 8, но при этом заметно перекликается с дизайном внедорожников Land Rover, который особенно полюбился китайской аудитории. Мощная передняя часть, внушительный бампер и строгие линии сразу дают понять, перед вами автомобиль, который будто бы готов к бездорожью. Но по факту это кроссовер с несущим кузовом. Для некоторых фанатов бренда это может стать небольшим разочарованием, но стоит помнить, такие машины большую часть времени проводят в городе, а не в грязи. Бренд позиционирует его как большой автомобиль для семейных поездок на природу. А если вдруг захочется настоящих приключений на бездорожье, Leopard Titanium 7 справится. Но об этом мы поговорим чуть позже в видео. Сбоку автомобиль привлекает внимание ярко выраженными колесными арками в цвет кузова, квадратными зеркалами заднего вида, фиксированными боковыми подножками и привычными дверными ручками. Задняя часть гармонично продолжает стиль, фонари перекликаются с передними. На двери багажника предусмотрен удобный кофр на 32 литра. Топовые версии удивят технологичностью. На крыше установлен лидар для системы помощи водителю, называемой компанией Глаз Бога в упрощенной версии D-Pilot 300. Еще более впечатляюще – квадрокоптер от DJI, который умеет взлетать и садиться при движении автомобиля на скорости до 25 км в час, снимать и обходить препятствия в автоматическом режиме. Новый Titanium 7 имеет такие габариты. Почти 5 метров в длину, шириной 1995 мм и высотой 1865 мм. В версии с квадрокоптером 1956, колесная база 2920 мм, а клиренс составляет 190 мм. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 600 мм, а углы въезда и съезда 24 и 25 градусов соответственно. Так что это не просто городской кроссовер. При необходимости он готов и к бездорожью, но без фанатизма. Спереди у машины классическая подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади независимая пятирычажная. А главное, есть адаптивное демпфирование. Оно подстраивается под дорогу, смягчает неровности и делает поездку комфортной. Колесные диски 19 или 20 дюймов, в зависимости от комплектации. Снаряженная масса варьируется от 2230 до 2480 килограммов. Интерьер сохраняет узнаваемый стиль с преобладанием строгих прямых линий, современно и лаконично. Пятиместный салон предлагается в 3 цветовых решениях – темно-синий, светло-серый и темно-оранжевый. С цифровыми системами внутри полный порядок, по последнему слову китайских трендов. Виртуальная приборная панель на 12,3 дюйма плавно соседствует с крупным 15 и 6-дюймовым мультимедийным экраном в центре. 4-спицевый руль знаком по другим моделям бренда, а прямо перед ним 26-дюймовый проекционный экран. На рулевой колонке аккуратно разместился рычажок переключения передач.
центральным экраном, физические кнопки и 2 беспроводные зарядки для телефонов мощностью 50 Вт. Ниже удобно расположены порты USB Type-A и Type-C, а также 12-вольтовая розетка. В подлокотнике есть небольшой бокс объемом 4,5 литра. Можно охлаждать напитки или подогревать. Все сиденья кроссовера оснащены подогревом и вентиляцией, а передние кресла еще и с функцией массажа. Панорамная крыша открывается для свежего воздуха. В салоне есть ароматизация и стильное амбиентное освещение, создающее уютную атмосферу. Голосовой помощник совместим с моделями DeepSeek и умеет бесконтактно оплачивать платные дороги. Все сиденья обтянуты перфорированной кожей, а эргономика второго ряда вместе с опциональными 13-дюймовыми экранами делает поездку максимально комфортной для всех пассажиров. Отдельная панель управления климатом расположена под задними воздуховодами. Продуманная архитектура салона обеспечивает полезный объем до 70,9%, один из лучших показателей в классе, по словам производителя. Второй ряд складывается одним нажатием, превращая салон в просторное спальное место, идеально для дальних путешествий или отдыха на природе. Стандартный объем багажника – 970 литров. Если сложить сиденья второго ряда, он увеличивается до 1880. Места хватит не только для велосипедов и лыж, но и для любых крупных вещей. Titanium 7 получил подключаемую гибридную систему DM нового поколения и будет доступен в 2 вариантах – с передним и полным приводом. Под капотом у всех версий установлен турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 156 лошадей, работающий вместе с электродвигателем на 272 силы. Батарея собственной разработки, литий-железофосфатная на 26,6 кВт-часа, позволяет проезжать до 100 км в полностью электрическом режиме. Вторая версия, которая уже поинтереснее, идет с полным приводом. Здесь тот же бензиновый двигатель, но ему помогают 2 электромотора, 218 сил спереди и 272 сзади. В сумме это дает 490 лошадиных сил. Разгон до 100 у этой версии занимает 4,5 секунды. Достаточно, чтобы почувствовать прилив адреналина. И при этом не забываем, перед вами семейный китайский кроссовер. Максимальная скорость у обеих версий ограничена на отметке 190 км в час. В полноприводной версии установлена батарея побольше – 35,6 кВт-часа, что позволяет проехать до 130 км на электротяге по циклу WLTP. А с учетом 60-литрового бензобака официальный запас хода достигает 1300 км. Автомобиль будет представлен завтра на автосалоне в Чэнду. Официальных цен пока нет, но по данным местных СМИ, они будут в районе от 39 до 45 тысяч долларов. За эти деньги предлагается неплохой баланс технологий, дизайна и мощности. И самое интересное, модель выходит за пределы китайского рынка. Это значит, что производитель явно нацелен на серьезную конкуренцию и хочет закрепиться на мировой арене. Так что, скорее всего, новинка станет заметным игроком и привлечет тех, кто ценит современные, практичные и при этом стильные решения. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.